Всем привет, меня зовут Вика, и в этом видео я покажу и расскажу, как сделать вот такую вот елочку из веток и подручных материалов. Когда мы снимали процесс создания елочки, я поняла, что появилась некая новогодняя традиция снимать видео о том, как я создаю что-то новогоднее своими руками. В этом году появилась вот эта вот малышка и еще несколько новогодних игрушек и новогодних украшений тоже своими руками. Их я покажу в другом видео, а в этом только она. Также во время монтажа мне пришла идея сделать два отдельных видео. Первое достаточно короткое, в нем я показываю чисто, как создается эта елочка, а во втором я покажу еще и процесс создания таких видео. Конкретно это видео как раз таки с теми кадрами, в которых видно, как снимался процесс создания вот этой вот елочки. Если вам не интересен такой формат, вы можете перейти по ссылке в описании в более короткое видео, где показан чисто процесс создания елочки. Не буду больше затягивать, видео и так достаточно длинное, поэтому пойдем смотреть. Нам понадобятся твердые негнущиеся ветки, мягкие длинные, веточки, которые тоньше, чем основа, силиконовый клей, на всякий случай двухсторонний скотч и блестящий клей, корица и бадьян. Маленькие бусинки, лучше всего жемчужного цвета, желуди или, как в моем случае, один желудь и много шапочек от них, шишка, бечевка или жгут, мопс, нет, он будет только мешать. Первое, что нужно сделать, это основу. Я бы сказала, что самое сложное – это первое кольцо. После того, как сложили, закрепляем силиконовым клеем. Проверяем ветку на эластичность. Твердая часть нам не нужна. Добавляем еще несколько веточек и выравниваем форму. У Моны свои задумки, а я тем временем беру твердые веточки для каркаса. Изначально искала такие, чтобы были приблизительно одинаковые и по длине, и по толщине. От них зависит, какой высоты будет елочка. Ставим ветку между веточек основы и закрепляем силиконом. Верхушку связываем резинкой, либо ниточкой. Начинаем обматывать каркас. Основу мягкой ветки нужно продеть между каркасом, дальше просто накручиваем. Не переживайте, если все не сразу будет получаться. У меня все начало получаться только с 4-й попытки. А потом я поняла, что нужно закреплять сразу ветку клеем. И только потом свободно обматывать.
Окончание ветки вплетаем в другие. Обязательно закрепляем силиконом все ветки, которые двигаются. И у меня сразу нарисовалась в голове картина оживших веток. По плану я должна была дальше использовать другие ветки, но идея провалилась, так как они были слишком сухие. Макс предложил их использовать в дополнении к каркасу. Мне эта идея понравилась. Ну а дальше продолжаю накручивать мягкие ветки. И не забывайте, что вплетаем мы только края, а остальное накручиваем. Закрепляем силиконом. Мы поставили дополнительный свет и продолжаем. Все, что касается веточек, мы закончили. Теперь немного фото и видео для архива. А теперь моя самая любимая часть – это украшение. Беру на тот момент единственную шишку и ищу для нее место. То же самое делаю с единственным желудем, который я нашла в парке, и он был нужного размера. Теперь очередь шапочек от желудей. И, конечно же, цепляем ароматный бадьян и корицу. Мы заранее поломали палочки корицы на палочки нужного нам размера. Теперь из бечевки нужно сделать маленькие бантики. Их прикрепляем к веточкам от желудей и там, где считаем нужным. Совсем не запланировано, но решила взять белую толстую нить и из нее тоже сделать маленькие бантики.
Они стали очень милыми и приятными акцентами. И наконец-то пришло время бусинок. Как я уже говорила в начале видео, лучше всего брать бусинки жемчужного цвета. Из этого цвета они выглядят красивее и благородней. А теперь пришло время перекрыть резинку, которая стягивает ветки каркаса. Для этого использую бечевку. На этот момент я думала, что елочка полностью готова. Но нет, это еще не конец, и потом было еще несколько дополнений. И, конечно, Мона сразу же начала ее проверять. Кстати, ее еще можно дополнить маленькой незаметной гирляндой. Через несколько дней я решила добавить еще бусинок, а также сделать импровизированные цветы хлопка. Показывать, как сделать такие цветы, я не буду, так как ними я сама не очень довольна. Пошла вторая волна поправок. В этот раз я добавляю несколько шишек и маленькие красные бантики. На этот раз елочка окончательно готова, и всего у меня на нее ушло примерно 4 часа. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравился процесс создания такой елочки и процесс создания видео. Если вы будете повторять такой вариант елочки, желаю вам удачи, терпения, и у вас обязательно все получится. Напоминаю, что это не последнее видео о создании новогодних украшений, и увидимся в следующем видео. Пока!